Всем привет! Меня зовут Максим, и это первое видео из цикла, который я назвал «Школа живого звука». И в этом цикле я буду рассказывать все, что я считаю нужным, чтобы знал человек, который хочет заниматься звукорежиссурой. Основной упор я буду делать на живой звук, но я думаю, что тот, кто занимается студийной записью, он сможет очень много подчеркнуть и для себя. Что я хочу сказать в начале? Я буду давать очень сжатый материал, можно сказать тезисно. Поэтому многое, что я буду рассказывать, если вы хотите это использовать, вам придется самостоятельно искать информацию в интернете, может, в каких-то учебных пособиях. Я буду стараться выкладывать ссылочки на те материалы, которые считаю полезными. Но в любом случае это будет ваша личная работа, ваше личное обучение. И для начала мы выясним, кто такой звукооператор. Мы попытаемся разобраться, какая его роль, что он должен знать и уметь, для того, чтобы иметь более полную картину. А для того, чтобы лучше понять этот вопрос, совершим небольшой экскурс в историю и проследим, как развивалась акустика, как возникали вопросы и решались звукоусиления. С вопросами хорошей слышимости люди столкнулись сразу же, как только начали собираться в более или менее большие группы. Поначалу вопрос решался интуитивно. Оратор взбирался повыше, чтобы быть над остальными. Так его видно хорошо и слышно явно лучше. Следующим шагом было изобретение новой профессии. В разные эпохи и в разных странах этих людей называли по-разному. Но нам, европейцам, знаком термин «глашатай». Это человек с сильным голосом и хорошей дикцией, способный громко и внятно кричать на своих слушателей. Если людей было слишком много, например, когда полководец произносил речь перед многотысячной армией, глашатаи выступали в роли живых ретрансляторов, пересказывая, а точнее перекрикивая слова оратора дальше, в задние ряды. Еще один шажок в развитии акустики люди сделали, когда поняли, что на распространение звука можно влиять. Например, если приложить ладони к рту, то голос на расстоянии будет слышен лучше. Так появились рупоры во всем их богатом разнообразии. Или, например, расставить медные сосуды рядом с местами слушателей. Они резонировали от звука и ощутимо усиливали звучание голоса. Так зарождались знания в области звукоусиления. В какой-то момент люди обнаружили более комфортный для слушателей вариант, когда оратор находится не выше, а ниже слушателей. Например, в неком ландшафтном углублении, а слушатели и они же зрители располагаются как бы по стенам этого углубления. А если это углубление не просто в земле, а еще и вымощено камнем, тогда слышно становилось еще лучше. Такое архитектурное решение для проведения массовых собраний, известное нам как амфитеатр, широко применяли древние греки, а за ними и римляне. Эти добытые на практике знания легли в основу дальнейших архитектурных решений. В средневековой Европе в форме оперных и театральных залов явно угадывается все тот же принцип амфитеатра. Но сам подход при проектировании залов был все же больше интуитивный, чем научный. Методом проб и ошибок люди находили все более и более удачные соотношения в размерах залов, открывали закономерности в их форме и материалах отделки. Фактически, архитекторы того времени интуитивно применяли на практике законы, которые уже в виде формул будут открыты и записаны значительно позже. Так зарождались знания в области архитектурной акустики. Это может кому-то показаться удивительным, но акустика как наука сформировалась сравнительно недавно, каких-то 200 лет назад. Сам термин акустика был введен французским математиком Жозефом Савьем в 1701 году, если мне не изменяет память. Если за много веков до этого архитекторы могли довольно точно рассчитывать прочность зданий формулами, математическими моделями,
то вопрос архитектурной акустики решались больше на интуитивном уровне или на основании опыта, который они имели до этого. Но за последние 200 лет эта область науки далеко продвинулась вперед. И это уже давно не сфера интуиции или просто опыта. Уже разработаны многие математические аппараты, и вопрос оценки звучания здания или зала, который еще не построен, это вопрос расчетов довольно точных и эффективных. Настоящим прорывом стало изобретение устройства для записи звука. В середине XIX века Эдуард Лемон Скотт де Мартенвиль изобрел фоноавтограф. Устройство могло записывать звук, но воспроизводить его не умело. 10-секундную запись с голосом изобретателя, который напевал модную в его время шансоньетку, смогли воспроизвести только в 2008 году. Люди научились записывать звук, но все концерты еще долго будут проходить исключительно в акустическом виде, и хорошее звучание в зале будет обеспечиваться исключительно архитектурными методами. Пройдет не менее 100 лет, прежде чем музыканты смогут выходить на большие площадки, оснащенные звукоусиливающей аппаратурой. С этого времени роль залов с их естественной акустикой начинает отходить на второй план, все больше и больше уступая место акустическим системам с их все возрастающей мощностью и качеством передачи звука. И тут на сцене истории появляется первая предтеча современных звукооператоров. Поначалу это были просто техники или звукоинженеры, и их роль во время концерта была очень мала. Просто поставить аппаратуру, включить ее, выключить и унести. Но по мере того, как аппаратура усложнялась и развивалась, то и значение этих людей во время концерта увеличивалось. Роль современного звукооператора по своей важности полностью сопоставима с ролью музыкантов на сцене. По сути, звукооператор становится членом музыкального коллектива, без которого музыканты на сцене просто не прозвучат, а слушатели в зале не смогут оценить программу, которую для них подготовили. Именно поэтому большинство исполнителей ездят в туры со своими звукооператорами, которые идеально знают как сам музыкальный материал, так и аппаратуру, с которой они работают. Стало время подвести итоги. Но прежде чем я озвучу свое мнение о том, что должен знать и уметь звукооператор, я хочу, чтобы вы сами подумали и ответили на вопрос. А какая главная роль звукооператора? Вы можете в этом месте нажать на паузу и попытаться сформулировать ответ сами. А потом снова нажмете play, и я отвечу свою версию. Я считаю, что профессиональное кредо звукооператора должно звучать так же, как и у врачей. Не навреди. Именно в этом состоит главная задача звукооператора. Он должен с наименьшими изменениями тот звук, который рождается на сцене, донести до слушателей. Следующая ступень в профессионализме звукооператора – это уметь добавить что-то и обогатить тот звук, который рождается на сцене. И самая высокая степень профессионализма – это умение работать в тандеме со всей командой, не только с музыкантами, но и с продюсерами, техниками и множеством других людей, которые вовлечены в проект, для того, чтобы всем вместе создать законченный шедевр. Можно сказать на основании всего того, что я рассказал до этого, что на качество звука влияет три составляющие. Первое – это архитектура, или то место, где происходит концерт. Можно сказать, что эта составляющая присутствует всегда. Второе – это аппаратура. Заметим, что аппаратуры может и не быть. Как мы видим из нашего исторического очерка, люди долгое время обходились без нее. И третья составляющая – это источник звука. Это может быть либо человек, который что-то говорит, либо музыкальный инструмент, который что-то играет. Если качество страдает на этом этапе, то не при помощи архитектуры или аппаратуры мы вряд ли можем что-то улучшить. Как правило, только ухудшить. Итак, хороший звукооператор должен, во-первых, хорошо разбираться в той аппаратуре, с которой он работает. Это очевидно всем.
Более того, многие люди думают, что достаточно им выучить, для чего нужны разные ручки, и этого достаточно, чтобы сесть и вызвучить концерт. К сожалению, это не так. Кроме аппаратуры, нужно иметь хотя бы базовые знания, ну или, если хотите, представление об архитектурной акустике. Кто-то может спросить, зачем? Ведь современная аппаратура чуть ли не сама может решать все вопросы с акустикой в зале. Я отвечу, что, во-первых, такая аппаратура стоит немалых денег, а во-вторых, зачем решать последствия проблемы, если можно решить ее причину. Например, если проблема плохого звука в размещении колонок, то достаточно передвинуть их в нужное место, и все станет намного лучше. И еще одно. Я думаю, важно, чтобы звукооператор был хоть немножко музыкант. Идеально, если он владеет нотной грамотой. Зачем это нужно? Для того, чтобы лучше и эффективнее находить общий язык с музыкантами на сцене. Более того, я думаю, что должен быть определенный баланс между этими сферами знаний. Приведу такой пример. Часто бывает, что на место звукооператора садится музыкант. И с одной стороны, он вроде бы все хорошо слышит и замечает разные нюансы в музыке, но при этом он плохо знает аппаратуру и не может в полной мере использовать ее возможности, или даже использует ее так, что она ломается. Другая ситуация, когда за пульт садится технарь. Он идеально знает пульт, он может его собрать, разобрать, но он далек от музыки. Как результат, аппаратура работает идеально, но человек не способен донести идею, которая рождается на сцене, до слушателей. Итак, 3 сферы знаний для хорошего звукооператора. Первое – физика звука, архитектурная акустика. Второе – аппаратура и умение правильно ее применять. Третье – музыка и музыкальная теория. В следующем видео мы поговорим с вами о физике звука и о том, как мы можем на него влиять. Всем всего хорошего, пока!